We could have had it all. I said it was just a game. She said, oh, hearts we go for gold. I said it was just a game. She said, oh, you can find us in the city, and it felt so pretty. You can find us in the city. You can find us in the city, and it felt so pretty. You can find us in the city. We could have had it all. I said it was just a game. She said, oh, young hearts we go for gold. I said it was just a game. She said, oh, all we are is time. 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 We could have had it all. I said it was just a game. She said, oh, hearts we go for gold. I said it was just a game. She said, oh, young hearts we go for gold. I said it was just a game. She said, oh, young hearts we go for gold. I said it was just a game. She said, oh. No one knows the reason that I lost it. To walk the way I walk now's gonna cost you. You don't have to Всем be привет, rich, привет, but меня it слышно? helps though. You don't have to be rich, but it helps though. It's not your problem. Добрый день всем. Если есть звук, дайте плюсик в чат, пожалуйста. Отлично, звук есть. Давайте тогда начнем. Итак, начнем с анализа то, что мы ожидали на прошлой неделе, да? Так, это рейндж прошлой недели, и прогноз был у меня какой? Учитывая то, что это было начало месяца, я ожидал, что эта первая неделя, она была аккумуляционной неделей. Так, сейчас я включу здесь. Вот, включили. Вот. Это рейндж предыдущей недели. Начало и конец. Итак, вот эта неделя, она у меня
была отмечена как аккумуляцией. И я ожидал, что будет манипуляция. Это была аккумуляционная неделя. Вот, целая неделя аккумуляции. И ожидал манипуляцию. Но я ожидал манипуляцию через buy side в short. Я так и... Кто смотрел прошлый weekly recap, те знают. Ожидания были такими. Но здесь я не учел кое-что. Прям тут на прошлой неделе был сигнал, что продолжение будет шортов. То есть шортовое движение продолжится. И что это был за сигнал? Давайте разберем этот момент сначала. Давайте сначала начнем из daily. Итак, если посмотреть, вот у нас здесь цена находилась внутри рейнджа вот этого диапазона. Вот этот диапазон у нас был как dealing range. Да? И нам нужно было здесь сделать анализ через OTE. Как это выглядело бы. Вот я тяну сетку OTE. Optimal Trade Entry. И смотрите, вот эта свеча, вот она, свеча с 25 февраля, среда, со среды, она касается ровно вот этого уровня 0.618 и отталкивается отсюда. Плюс, смотрите, здесь мы, что делает цена? Цена зачищает buy side вот этого рейнджа. То есть цена забрала ликвидность этой свечи и ушла обратно вниз. То есть если мы спустимся на младший таймфрейм, на H4, либо на H3 даже, вот смотрите, цена забрала buy side ликвидность и закрылась внутри рейнджа этой свечи. Теперь вопрос моим студентам. Что это обозначает? Какую концепцию это обозначает? Когда цена забирает buy side ликвидность и закрывается внутри рейнджа. Это у нас сигнал по Double Purge Theory. То есть по концепции двойной зачистки. Цена забрала buy side, сместилась внутрь рейнджа. Здесь мы сделали слом. Вот слом структуры был через Change in State of Delivery. Затем у нас был Market Structure Shift. Можно вот отсюда взять Market Structure Shift. И плюс к этому Displacement Candle. Displacement Candle у нас образован был, вот он. Вот эта свеча Displacement Candle, который формирует внутри своего движения FEG, имбаланс. То есть у нас все признаки слома структуры здесь дали. И второй вопрос. Если мы забрали buy side ликвидность, отсюда цена закрылась тут, то теперь мы работаем именно вот с этим рейнджом. Вот у нас swing high и где у нас low. Если отсюда началось движение, шортовое движение началось, вот у нас здесь low этого движения. Мы берем вот этот range как за dealing range, с которым мы должны были работать. И теперь у нас есть buy side ликвидность и sell side ликвидность. Да? Sell side ликвидность. Это у нас double purge. Это у нас double purge. Если мы забрали buy side, значит цена обязательно должна забрать здесь sell side.
Какие признаки мы здесь имели? Да? Явные признаки здесь были вот эти равные лои. Это low resistant ликвидность. Вот он. Вот она. Вот это все у нас формирует low resistant ликвидность. И мои студенты, которые прошли обучение на основном курсе, это уже вы сразу распознали, что это означает. Цена идет за buy-side ликвидностью, но при этом формирует low resistant ликвидность. Для чего? Чтобы потом забрать эту ликвидность. Это был анализ, можно сказать, предыдущего месяца. И теперь тут вот у нас здесь пятница, закрылась пятница. И как она начинается, пятница? Начинается с большим гэпом, сразу зачищает sell-side ликвидность. Плюс при этом это у нас Capital.com. Если мы перейдем на... Так. Вот здесь. Да, вот тут лучше видно. Так. H4. Вот здесь наша неделя открывается, и цена забирает здесь ликвидность квартала. То есть квартальную ликвидность. По IBDA концепции IBDA Lookback, либо IBDA Data Range, есть такое правило, то что цена всегда охотится за диапазоном, за определенным диапазоном ликвидности. То есть это 60 дней, 40 дней и 20 дней. И вот как раз вот эта ликвидность, это ликвидность 60 дней. Вот тут. Цена забирает, а 60 дней это квартал. Квартальная ликвидность. Это сильный уровень ликвидности. Вот это все движение, оно было нацелено именно на этот лоу. Вот это все то, что здесь творилось, именно оно было нацелено на этот лоу. Мы здесь забираем, и цена резко отталкивается от этого диапазона. Но при этом, если мы посмотрим наш месячный диапазон, на месячном диапазоне, таймфрейме, вот тут у нас есть вот volume imbalance, то есть разрыв объема. Разрыв объема это тоже сильные уровни, уровни интереса, POI. И цена как раз таки тестирует этот диапазон и отталкивается отсюда. И тут мы формируем SMT-дивергенцию. NASDAQ забирает этот лоу, а S&P 500 делает fail. Вот. У нас формируется теперь сильный SMT. Почему? Потому что мы здесь забрали ликвидность ноября месяца прошлого года. То есть это очень сильный сигнал по SMT. Окей, будем давайте двигаться дальше. Теперь перейдем на младший таймфрейм. Вот у нас здесь начинается азиатская сессия. Затем цена разворачивается и начинает движение к buy-сайду. И тут уже мои студенты начали торговать прям с азиатской сессии. Неделя началась прям с хорошего старта. Давайте будем разбирать теперь их сделки. В этой неделе я торговал только 2 дня. Здесь в основном собраны сделки моих студентов, которые торговали внутри этой недели. И получится то, что будем работать по их торговле, по их трейдам. В основном их трейды будем рассматривать и делать анализ. Так, давайте начнем с первого. Вот. Вот он делает анализ. Это анализ
моего студента, его зовут Павел, он это все анализировал и выполнял, это его трейды. Как он делает здесь анализ? Здесь вот цена достигает максимума своего движения 4-4,5 диапазон. Это терминус, это максимальный ход цены. И тут формируется у нас SMT-дивергенция. Затем цена разворачивается, и тут у нас происходит слом структуры. И он отсюда натягивает у нас STDV инструмент отклонения цены. И вот вырисовывается вот такая картина. Вот тут у нас 2-2,5, где цена может сделать одно откатное движение, либо полностью разворот. Если цена пробивает этот диапазон, то это уже продолжение вот этого движения. И внутри диапазона имбаланса, это 5-минутный таймфрейм, вот он, цена отталкивается, затем здесь формируется SMT-дивергенция. Вот, и он здесь открывает сделку на buy. Вот тут его стоит стоп-лосс, здесь уровень входа, и take profit ставится 24,438. Давайте посмотрим, отметим этот уровень 24,438, 24,438. Вот этот уровень. Что это за уровень? Это NVOG, диапазон NVOG. Вот. Разделяем этот уровень на квадранты, и мы видим то, что он целится на ровно эквилибриум, то есть на ровную половину этого диапазона NVOG. Вот, таргет здесь стоит. Вход был, и вот смотрите, вот его отработка. Вот здесь он отмечает диапазон New Week Opening Gap. Цель первая, прям середина этого диапазона. И, как мы понимаем, таргет Take Profit отрабатывает. Вот его сделка. Сколько он заработал на этом трейде. Далее. Он на этом не останавливается. Он делает прогноз. Вот. И тут уже, вот тут разница, когда вы начинаете, понимаете систему и начинаете торговать осознанно, зная, что у вас на графике вырисовывается, какой паттерн формируется, вы можете заранее предугадывать сценарий, что будет дальше. Именно этому нацелен мой курс, чтобы студент знал, распознавал на графике ценовые движения алгоритма и мог на основе текущего анализа прогнозировать, что будет дальше. Смотрите, здесь этот скриншот был сделан в 7:03. В 7:03. Обратите внимание. Это прогноз. А вот теперь его отработка. Время 10:58. И смотрите, как точно бы отработал прогноз его. Здесь он прогнозирует что? Что цена сначала сделает откатное движение, затем будет пробой. И следующий таргет, вот он здесь, терминус. И что происходит? Цена двигается именно так, как он прогнозировал. Сначала очищаем sell side, затем идем на buy. А вот уже пруфы, то есть доказательства с его терминала. Это не подделка, не такая херня, которую многие могут говорить и говорят. Это типа демо-трейдинг, все такое. Вот, пруфы, доказательства. Отчет. Вот его вход. Здесь он ставит стоп-лосс. И тейк ставится куда? На уровень 24,670. Что за уровень здесь? 24,670. Давайте посмотрим теперь. 24,670. Вот этот уровень. Вот. Здесь он нацеливается уже на то, что цена пробьет уровень NVOG
И вот тут у нас есть ликвидность, вот она. Если мы спустимся на младший таймфрейм, мы можем лучше рассмотреть эту ликвидность. Вот она ликвидность, видите? Вот. И он целится именно сюда. Так. Вот цена продолжает движение к цели, к таргету. И вот его отработка. Это он здесь разделил вход, то есть разделил take profit. Это первый take profit. Затем вот его полный take profit. $1374. Цена входа вот 24355, закрытие 24636. Вот тут NVOG, то есть конец диапазона NVOG. А вот уже продолжение, 24670 уровень. И мы видим здесь вот отработка его прогноза. Здесь уже скриншот после отработки, вот 12:15 время. Помните, первый прогноз во сколько был сделан? Вот он, в 7:03. И вот отработка. Многие говорят то, что прогнозирование цены это невозможно, это бред, надо смотреть по текущему состоянию рынка и торговать, что у вас есть в текущий момент. Вот вам очевидное доказательство, то, что вполне возможно прогнозировать заранее, за 2, за 3, за 4 часа заранее. Для этого нужно умение читать алгоритм. Если вы можете это делать, то график становится для вас как книга, как журнал. Вы будете просто смотреть на эти свечи и читать график, куда он будет двигаться, в каком направлении, где вам лучше заходить, куда ставить тейк-профиты. Вот всему этому нацелен мой курс. То есть системное обучение, вот это и есть системная торговля, когда ты делаешь заранее, это не торговля на эмоциях. Вот ты увидел вот здесь, допустим, моментальную манипуляцию, ага, все, вот эта манипуляция, ты запрыгиваешь на моменте. Нет, это уже системная торговля, это хладнокровная торговля. Окей, двигаемся дальше. Так, все, это отработка была. И как это выглядело на графике? Давайте разберем это. Как он анализировал это все, да? Так, 5-минутный таймфрейм. Вот начинается азиатская сессия. Так, открою здесь S&P 500, чтобы мы видели, что творится тут. Сейчас будет инсайт для моих студентов по уроку LMXM модели. LMXM модели. Так. Смотрите. Вот тут у нас формируется SMT дивергенция. Вот она. Вот. Вот тут у нас брейкер-блок. Вот эта свеча последняя, где формируется ИЦИС, то есть это у нас брейкер. Поглощение брейкер-блока
Что это означает? Это означает то, что здесь цена подтвердила фазу low risk buy, то есть фазу, где можно входить в сделку по минимальному риску. Вот тут она подтверждается. И первый признак MXM модели, то есть начало MXM модели, то у вас начинается вот начало формирования кривой покупок и формируется SMT. SMT моментумы. То есть между краткими свингами, то есть маленькими краткосрочными свингами, формируется SMT. И после них цена делает импульсное движение, пробой. Пробойное движение происходит. Вот этот пробой. Достигли. Здесь уровень 0.5. Цена реагирует на этот уровень. Дальше. То есть, вот когда формируется вот это, вы знаете, что делать. Это обращение студентам было. А кто хочет также научиться читать график, то вы знаете, куда обращаться. Так, здесь начинается нью-йоркская сессия. Вот она. Нью-йоркская сессия начинается. И что делает цена? Опять здесь у нас происходит, вот она, формируется SMT, дивергенция, и после чего цена опять бам, улетает. Отлично, да? Плюс, как еще можно по-другому читать здесь? Переходим на часовой таймфрейм. Часовой таймфрейм. Теперь здесь инсайт для тех, кто проходил у меня курс IBDA Lookback. Если кто сейчас смотрит из моих студентов, внутри этого курса я вам говорил, как надо работать с вот этими свечами. Вот, пожалуйста, квадрант. Где это квадрант? Вот он. И алгоритмические сигнатуры, пожалуйста. Цена, как реагирует цена на эти уровни. Вот. И ушел отсюда. Затем, что здесь формируется у нас? Здесь мы формируем Balanced Price Range, BPR, положительный. Да. Так, сделаем. У нас здесь формируется BPR и начинается lunch time. Мы должны всегда сверяться, когда вы смотрите, если у вас формируется. Это опять обращение с моим студентам. Всегда должны сверяться со старшим таймфреймом. Старший таймфрейм будет вам подсказывать всегда. Так, это я удалю. Invoke тоже можно убрать уже. Это тоже удаляем. Теперь на младшем таймфрейме лучше будет видно, я считаю. Итак, если смотреть вот с этого обрезка, мы знаем, что MXM модели начинаются с фазы оригинальной консолидации. То есть любая MXM модель начинается с фазы оригинальной консолидации. И мы должны всегда смотреть в левую часть графика и отмечать, есть ли у нас сигналы тому, что сейчас алгоритм работает по MXM модели. Вот мы здесь сформировали SMR фазу.
Smart Money Reversal, SMR. Да. И вот тут мы видим то, что цена здесь была в консолидации. Этот high мы можем взять за потенциальный, диапазон фазы оригинальной консолидации. Так, где OG? Вот он. Оригинальная консолидация. Если мы имеем теперь здесь, на этом этапе, все оценивается потенциально. Ничто, нет никакой гарантии. Мы все прикидываем по вероятным сценариям. Теперь, что я делаю здесь? Я измеряю диапазон по swing rates. Это опять я обращаюсь к своим студентам, которые проходят или прошли обучение у меня. Итак, мы определили наш swing rates, и вот этот диапазон. Breakaway gap, либо measuring gap. Теперь я перехожу на H4 timeframe. Вот в этом диапазоне у нас должен быть один measuring gap сформирован должен быть. Так, я сейчас на M15 давайте посмотрим, прокрутим это. Lunch time. Так, прокручиваем это. Так, это M15. Может на H1 давайте посмотрим. Лучше. Да, вот так. И здесь тоже на H1 перейдем. Теперь, вот тут, здесь у нас имеется Balanced Price Range, и над ним находится у нас вот часовой FVG, Fair Value Gap, Hourly. Вот, часовой. И цена реагирует на его. Реагирует как? Ровно 0,5. Consequent encroachment. Уровень 0,5 этого диапазона. Цену здесь удерживают. Перехожу на H4. Здесь еще эта свеча не закрылась. Пока нет закрытия. Вот тут еще один потенциальный вход. Отличная зона. Первая зона у нас была, допустим, на М30. Где у нас Нью-Йорк? Вот. Вот тут, в Нью-Йорке, можно было войти на М5. Так, сейчас посмотрим. Тут. Здесь Паша, вот, он заходил в Нью-Йоркской сессии. Так. Здесь мы сейчас уже дальше продолжение. Он не торговал, я думаю, он и так достаточно здесь заработал, но это уже для остальных. Как можно было дальше здесь работать? Здесь формируется у нас дневной профиль Нью-Йорк Judas Swing. Нью-Йорк делает Judas, ложное движение, и начинается движение. Если у нас Нью-Йорк Judas, то дальше должно быть продолжение этого движения. Итак, вот здесь. Так, М5, М5. Здесь цена реагирует на этот имбаланс. Здесь удерживает цену. Вот тут можно посмотреть, дождаться, дадут ли слом структуры. Как только будет сформирован слом структуры, и помните, кто смотрел наш прошлый weekly recap, и вы спрашивали насчет turtle soup. Вот здесь как раз таки формируется turtle soup. Почему? Потому что вот у нас рабочий range, вот high, low. Вот он. И что делает цена? Цена забирает сначала вот sell side этого рейнджа. Вот здесь у нас формируется turtle soup. Черепаший суп. Вот здесь. А когда мы работаем по turtle soup, нам не нужно
ожидать слома структуры по МСС. Нам достаточно циста. Давайте теперь посмотрим, есть ли здесь свечи, которые дают нам цист. Окей, вот смотрите, вот уровень цист. Именно отсюда начинается медвежье движение, которое забирает ликвидность. Вот. И как только цена закроется телом над этим уровнем, это будет отлично, можно уже входить. Либо работаем по инверсионным имбалансам. Инверсионным имбалансом. Вот здесь. IFEG. Как это происходит? Цена должна пробить, потом сделать тест. И дальше пойти. И вот смотрите, цена здесь закрывается, пробивает этот инверсионный имбаланс, затем возвращается, делает тест. И тут можно было бы нам уже входить в позицию в этом направлении. Таргет, первый таргет у нас будет, вот он, этот, Take Profit One. Второй таргет, смотрим на левую часть графика, что у нас тут есть. Так, у нас тут есть вот здесь скопление ликвидности, потом еще вот тут. А цель наша, вот это оригинальная консолидация. Но до этого у нас есть вот тут еще одно скопление. То можно было работать вот здесь. Потому что эти хаи и этот хай, они относительно равные хаи. Они расположены близко друг к другу. Плюс это low resistant ликвидность. Цена может даже не дойти именно внутри этого дня оригинальной консолидации. Поэтому надо смотреть более реалистичные цели. Докуда цена может дойти именно внутри этого дня. Первый таргет, самый явный, вот был бы вот здесь. High PM сессии, затем High Lunch сессии. Если цена пробьет этот уровень, то все, вот это окончательная фаза тут. И плюс мы должны... Так, давайте включу лучше этот индикатор, так, который будет показывать мне мои 4-часовые свечи. Вот. Окей, вот здесь, смотрите, сформировалась уже 4-часовая свеча. Вот она. И это мне дает измерять диапазон моего measuring gap. Вот эта свеча. Так. Как мне сделать? Вот. Вот здесь эта 4-часовая свеча закрылась. Начинается вторая 4-часовая свеча. Вот она. Отсюда. И в каком... Где это формируется? В диапазоне measuring gap. Если это формируется в диапазоне measuring gap, что я делаю? Я вот так измеряю мой measuring gap диапазон. И вот смотрите, здесь цель, таргет указывает сюда. Вот. Давайте отметим этот. То есть, и если у вас таргет указывает, take profit 1 указывает на этот уровень, вы всегда должны посмотреть налево, есть ли там реальные какие-то таргеты. Здесь, вот смотрите, да, есть таргеты, вот этот high и этот swing high. Этот swing high, он у нас является rejection блоком одновременно. Rejection блоком. И плюс этот high, этот protected high. Он сильный уровень будет. Protected. Так, где этот продукт? Вот он. Почему protected?
Потому что он забирает вот эта свеча, swing high, она зачищает здесь вот эту всю ликвидность. И, по-моему, еще формирует SMT дивергенцию. Так. Да, вот смотрите, сейчас я переключу. Это H4, H4 здесь тоже. Так. Вот здесь формируется у нас SMT дивергенция. Вот этот high и этот. И теперь на S&P 500. Вот. Блин. Вот. SMT. И тут SMT. Но из этих двух зачистка происходит на US 100, на NASDAQ. И вот этот high, он является protected. Почему? Потому что здесь была зачистка и сформирована SMT дивергенция. Поэтому это protected high. Цена сразу этот уровень может не пробить. И не пробивает никогда обычно. Обычно отсюда отталкивается для одного откатного движения, либо полного разворота. Окей, мы определили. Теперь спускаемся опять на наш таймфрейм, где мы выполнили вход. Все лишнее я здесь убираю. Итак, тейк вот сюда ставим. Поняли, да, откуда был выполнен ход здесь? Так, на М3. Вот здесь от теста цист. Вот уровень цист. Блин, так можно сделать. Смотрите. Я дожидаюсь пробоя. Можно вообще от циста, вот как только цена пробила этот уровень, я ожидаю касания вот этого уровня. Касание уровня циста. Как только цена коснется, можно открывать сделку. Либо ставить сюда лимитный ордер. Вот. На покупку. И смотрите, здесь у нас был диапазон инверсионного имбаланса. Цена закрывается телом здесь. Нам дают сигнал, то, что цена намерена продолжить движение в лонг. Но при этом она должна коснуться вот этого диапазона. Вот она касается, срабатывает наш лимитный ордер. Мы входим в позицию. Теперь наш первый take profit вот этот уровень. Второй take profit находится вот здесь. Вот это скопление. Это все low resistance ликвидность. Можем вот сюда оставить. Так. Take profit 2. Но так как, смотрите, здесь тоже вот это сейчас забирает ликвидность, забирала. Вот она. Здесь была зачистка. Для того, чтобы 100% ваш take profit отработал, я рекомендую ставить тейки вот на этот high, на этот swing high. Этот не защищенный свинг, а этот защищенный свинг. Этот нет. Можно сделать теперь вот так. Если цена пробьет этот уровень, вы можете просто открыть еще одну свечу, еще одну позицию и уже таргетируется сюда. Окей, давайте. Первый сюда, второй сюда. Так, длинная позиция. Наша точка входа. Стоп ставим за swing low и сюда. Так, 1 к 7 есть. Да? Вот отработка получилась. Этот день все полностью отторговали
поняли механику движения, да? Теперь переходим на второй день. Я это все отсюда удалю. Это тоже. У нас еще остается, теперь смотрите, вот диапазон оригинальной консолидации. Здесь день закрылся. Закрылся день. Я вот так сейчас сделаю, чтобы посмотреть теперь Daily Bias. По окончанию дня, как мы работаем? Мы должны всегда смотреть теперь на дневную свечу. Как она закрылась, наша дневная свеча. Мы видим то, что... Так. Вот мы зачистили sell side и закрылись опять внутри вот этого рейнджа теперь. Вот. Вот это у нас рабочий рейндж. Вот он изначально. Мы зачистили sell side, закрылись внутри. Теперь по отношению к следующему дню, ко вторнику, у меня байс будет бычий. Если у меня байс бычий, как я должен работать? Я должен работать от формирования SMT дивергенции в sell side, который будет указывать на лонги, не наоборот. То есть, когда будет формироваться SMT дивергенция в дискаунте, это будет сигналом для меня, что можно входить. И это предоставит мне ловить сильные движения дистрибуции. Так, давайте теперь посмотрим, как начинает формироваться у нас вторник. Так, это H4. Сейчас я отмечу сначала. Теперь вот это H4, наша свеча. Что я делаю? Это опять инсайт для моих студентов, которые проходили курс Ибда Лукбек. Здесь я покажу вам сейчас кое-какие сигналы. Все, я отметил это. Теперь начинается у меня новый день. Вот Азия начинается. Начинается Лондон. Стоп. Теперь. Тут уже вот. Куда он убегает, блин? Здесь уже сделки другого студента. Это Ирина. Вот она здесь тоже поймала вход и сделала анализ. Это первое движение. Она целится здесь на 0,5 диапазон лондонской сессии. Вот ее отработка. Как мы видим, анализ был сделан верно и получила take profit. Молодец. Это уже сделки другого студента. Блин, почему он смещается? Это Евгения. Вот как она здесь. Сейчас вот покрупнее сделаю. Смотрите. Вот она отмечает уровень ЦИС. Здесь у нее происходит слом структуры SMT и точка входа. Первый take profit. Вот он. Второй take profit. Sell side азиатской сессии. Первый sell side и фаза оригинальной консолидации здесь таргетируется сюда. И как мы видим, вот отработка, take profit получили, вот ее пруфы, отчет от MetaTrader. Вот точка входа и тейки, где размещены тейки. Вот take profit. А вот ее уже этот TradingView анализ. Так, а здесь это уже нью-йоркская сессия. Мы сейчас подойдем к этому.
тут уже Павел, его сделки, это в нью-йоркской сессии. Разберем, как студенты здесь ловили вход, что было сигналом. И как мы видим, вот в лондонской сессии цена достигает фазы оригинальной консолидации. Вот она. Вот. Мы достигли, забрали ликвидность. Но при этом мы уже входим в диапазон Protected High. Нам нужно здесь отметить ордер блок. Вот. Этот ордер блок. Еще не достигли этого уровня. Но тут, когда в лондонской сессии цена забирает оригинальную консолидацию, формируется у нас SMT-дивергенция с S&P 500. Вот она. Здесь мы забираем ликвидность, а тут делает fail S&P. То есть вот это был первым сигналом, чтобы войти в шортовое направление. Как и сделали мои студенты. Они зашли, отработали, поймали свои тейки. Теперь давайте посмотрим, что происходило у нас в нью-йоркской сессии. Стоп. Вот так сделаем. Вот. Я сделаю вот так. Спущусь на младший таймфрейм. Теперь, смотрите, в Нью-Йорке мы уже создали рейндж. Вот, мы обновили этот хай предыдущего дня и создали новый рейндж. Вот он. Это рейндж. Теперь что я делаю? То есть, если цена намерена дальше продолжать движение в лонг, то она должна сначала сместиться вниз, да, в дискаунт. Вот у нас я разделяю премиум и дискаунт. Вот тут на премиум и дискаунт. Отсюда цена начинает движение в дискаунт. Теперь я это проверяю по OTE. И смотрите, цена тут касается ровно диапазона 0.79 по OTE. Отклонение. Так. И тут ни одна свеча не смогла закрыться ниже этого уровня. Так, это М15, здесь М3, М3, 3. Оп, стоп. Теперь, вот тут. Здесь разберем уже трейды Паши. Вот тут, по-моему, его. Да, вот. Вот здесь Паша выполнял, делал анализ. До этого даже. Вот его вход. Отчет из MetaTrader. И вот его тейки, куда он целился. И вот его прибыль. Здесь вот уровень входа и закрытия. Где открывал и закрытие. Вот. Две сделки. Теперь. Подтверждением здесь было, первым подтверждением было вот это. Вот. SMT у нас сформировано. Затем вот у нас здесь уровень цист. И цена, смотрите, пробивает этот уровень. Затем возвращается, тестирует. И все, цена улетает отсюда.
Отсюда можно было бы поймать вход, либо вот тут у нас инверсионный имбаланс. Вот цена пробивает эту зону инверсионного имбаланса IF&G. Затем возвращается, вот эта свеча, медвежья свеча, возвращается и отталкивается отсюда. Вот два момента, где можно было бы поймать вход. Куда теперь здесь можно было бы таргетироваться? Куда Павел таргетировался? Вот здесь ликвидность сессии. Вот она. Учитывая, что это вторник, я часто повторяю, что если во вторник вы торгуете, не надо целиться на high, надо целиться всегда к уровню тела свечи. Допустим, вот у нас тут high, лучше даже вот так на часовом, либо на более старшем. Вот. Тело, либо сессионная ликвидность. Вот здесь тело свечи, либо сессионная ликвидность. Потому что вот этот high, он все равно protected. Нужно всегда учитывать такое. Это сильные зоны сопротивления. Удалим. Так. И плюс, еще раз проверим, пройдемся. Смотрите. Вот этот диапазон 4-часовой свечи здесь я отмечал. Вот high, low. Так, вот здесь low. И я разделил на квадранты. Вот тут уже, смотрите, свечи закрываются за уровнем 0.25. Это уже первый сигнал. Потому что цена не намерена дальше спускаться вниз. И мы не дошли до уровня 0.5. Тут. Теперь. Так, на М3, на М5. Вот. Давайте сделаем вот так. Все сформируем. Еще раз. Вот эта свеча тестирует, и можем здесь открыть позицию. Так, куда нам таргетироваться? Будем учитывать то, что я сейчас сказал. И таргет вот на сессионную ликвидность. Сессионная ликвидность. Вот она здесь. И давайте посмотрим, как все это отработает. Нью-Йорк не достигли. PM. И тут вот цена. Смотрите, как цена красиво здесь отработала. Вот тут многие были уверены, что цена сейчас будет дальше идти. И таргетировались, может быть, даже вот сюда, на эти хаи. Но вот тут и секрет, тут и разница между людьми, которые читают правильно алгоритм, торгуют системно, и между людьми, которые торгуют по паттернам, либо торгуют с недостаточным уровнем знания. И смотрите, вот здесь, помните, я измерял measuring gap. Measuring gap. Сейчас я вот это все удалю, лишнее, да, и покажу вам один красивый момент. Смотрите, вот куда указывал мой take profit 1. И на этом уровне были вот эти хаи. И как цена отработала? Ровно пришла на этот диапазон, и отсюда отклонение идет. Это 4-часовой таймфрейм. Вот, смотрите. Теперь, учитывая, что вот 4-часовой таймфрейм здесь забирает ликвидность и закрывается внутри рейнджа, вот, тут уже нужно быть осторожным. Здесь может уже произойти разворот.
И тут плюс, учитывая, что понедельник, вторник цена расширялась, и внутри этого расширения мы создали вот это новый dealing range. Вот он. Новый dealing range. И чтобы, если даже цена намерена продолжить движение, что она должна сделать? Она должна сначала ребалансировать дискаунт. Вот цена сейчас находится в премиуме. Она должна сделать вот так. Протестировать дискаунт, поип дискаунт, затем продолжить движение. Окей, этот день мы отработали. Так, показал вот сделки Паула. Здесь уже он работает в противоположную сторону. Вот. Он входит в продажу на sell и take ставит вот сюда. Take profit 25.024. Давайте посмотрим, что это 25.024. Он вот здесь входит. Так, даже на M1, да, по-моему. $25.024. Так, это у нас будет вот здесь, да, ниже. Вот тут. Он таргетировался сюда. Первый текст здесь и второй вот тут. Так, и как он выполнил вход здесь? Вот отсюда выполнял вход. Окей, давайте посмотрим теперь тут. Здесь мы опять сформировали SMT-дивергенцию с S&P 500. Вот это уже, если посмотрим так на M15. Так, вот. Вот это SMT у нас здесь. Происходит SMT между неделями. Вот. Недельная SMT сформирована. Это тоже сильный сигнал. Теперь, если у нас есть SMT недельная, то мы можем ожидать уже слом структуры на младшем таймфрейме. Если дадут нам слом структуры, то мы можем отработать одно либо на одном откатном движении, либо поймаем полный разворот. Итак, что здесь происходит? У нас есть SMT. Теперь на M1, смотрите, у нас тут, вот тут, Market Structure Shift. Так, где? Вот MSS. Здесь был MSS. Можно, если вообще смотреть более глубже, вот тут на минутном отметить можно вот этот лоу. Потому что отсюда мы обновили этот хай. Если смотреть на M3, то вот тут будет у нас. И вот здесь будет у нас цист, уровень цист. MSS. Окей. Здесь самое важное это вот это. Вот эти серия медвежьих свечей. Это у нас displacement. Вот это displacement, внутри которого у нас формируется вот имбаланс. Вот он. Это момент входа.
Вот тут можно было поймать вход. Если мы сравним теперь с S&P 500, так, да, момент SMT, моментум вот у нас тут формируется. Вот. Как раз перед падением вот этим. Если на M1 посмотреть, на M1. Вот, вот здесь формируется. Но можно было уже вот отсюда, здесь открывать позицию. Так. Потому что мы видим то, что этот имбаланс удерживает цену. Как только, вот смотрите, как только уровень 0.5 этого имбаланса начнет удерживать свечи, и свечи начнут закрываться телами ниже этого уровня, это сигнал, алгоритмический сигнал. Самая близкая ликвидность — это вот эти два равные, относительно равные лои. Первый тег сюда был бы, а потом я уже здесь работал бы по премиум дискаунту. Вот, премиум дискаунт. Уровень, вот, эквилибриум. Потому что если цена даже будет планировать двигаться выше, она должна сначала сделать ребаланс дискаунта. Поэтому должно быть вот такое движение. А при этом движении то цена 100% обязательно спустится до эквилибриума. Поэтому может таргетироваться вот сюда. 24, 25, 0,26 уровень. И вот здесь этот уровень 25, 0,24 он отмечает здесь. Это ровно половина вот этого нашего дилинг рейнджа. И вот, пожалуйста, отработка, как он поймал это движение. Да? Вот это движение, он прямо здесь делает анализ с этого трейдера. MetaTrader, по-моему. А вот его уже на TradingView, как он здесь все анализировал. Опять здесь он делает прогноз, вот, и ожидает, что цена спустится вот до этих лоев с buy side. Take profit 1, take profit 2 и take profit 3. И вот мы видим, что его прогноз отработал опять. Теперь смотрим время прогноза 12.29, 16.11. И этот прогноз был сделан уже заранее. Вот, 12.27 даже вот. Но когда он делал анализ, это еще было раньше. Он когда поделился, вот он сделал в это время. То есть это о чем говорит? О том, что можно прогнозировать движение цены и ловить вот эти все движения. Вот тут вы думаете, здесь какой РР вот получается? РР 1 к 23. Есть люди, которые всегда вечно спорят, то, что больше 1 к 3, либо 1 к 5. Больше этого невозможно делать. А вот такие трейды — это чисто удача, чисто везение. Вы сами видите, кто если смотрит это в первый раз, этот стрим, это вполне реально. Нужно просто научиться читать алгоритм и торговать системно. И вот его вот позиции. Вот. Теперь вот прогноз к следующему дню.
Вот здесь отмечает он, что здесь накопление уже происходит low resistance ликвидности. И тут у нас BPR, а тут у нас FG, имбаланс. То есть цена может дойти максимум до сюда, чтобы ребалансировать этот имбаланс. Но если пробьем этот уровень, то в следующий таргет вот этот уровень. И вот, пожалуйста, опять его прогноз отрабатывает прям отлично. Вот. Вот его прогноз. Смотрите. Он здесь ставит, то есть цели, да, это первая цель BPR, вторая цель здесь. Цена сначала может подняться вверх, потом спуститься вниз. Что происходит? Вот цена поднимается сначала вверх на buy side, потом зачищает sell side. И оба вот его уровни, вот глазик здесь стоит, и тут стоял глазик, здесь уже он убрал. То есть отличное чтение графика. И вот уже последний таргет, где он целился на BPR. Вот как цена здесь сработала. А вот уже его отчет от MetaTrader. Так, давайте теперь, это было у нас, сейчас на М15 перейдем. Это мы отработали вторник наш. Отработали вторник. Давайте посмотрим теперь, как у нас среда сформировалась. Так, что он остановился? Так, азиатская сессия, потом Лондон формируется. А тут Нью-Йорк. Стоп. Теперь. Так, удалим все это лишнее. Как здесь можно теперь было торговать, да? Делать анализ. Что? Так, вот так мы сделаем. Так даже. Вот вторник закрылся, опять переходим на D1, на дневной таймфрейм, сверяемся, если у нас SMT, что вообще творится на старшем таймфрейме. Итак, вот у нас тут сформирована SMT-дивергенция. Да? Вот так и так. Вот. Есть SMT. Плюс, смотрите, наша эта дневная свеча, что она сделала? Она забрала ликвидность, мы зачистили, затем тут у нас дневной rejection блок, протестировали этот rejection блок, забрали ликвидность, которая находится внутри этого rejection, и закрываемся внутри предыдущей свечи, то есть рейнджа предыдущего дня. Тут уже, кто смотрел мой урок Daily Bias, здесь уже сигнал разворота формируется. Вот. Но из-за того, что мы сформировали вот тут опять диапазон rejection блока, то цена здесь должна сначала зайти, обработать этот диапазон, затем можно ожидать шортовое движение. И поэтому уже во вторник, так как у меня здесь SMT-дивергенция есть, SMT-дивергенция, тут я ожидаю опять SMT в шортовом направлении, то есть формирование SMT в шортовом направлении. Как это будет происходить? Оно должно сформироваться в премиуме на buy side. Поэтому я ожидаю формирования SMT-дивергенции в buy side.
Стоп. Тут. Подожди. Так. Ладно, разберем так тогда. Вот смотрите. В азиатской сессии нам не дали SMT дивергенцию. Так, сейчас посмотрим. Это... Угу. Это мы разобрали. Это тоже. Здесь вот торговала Евгения. Так. Да, значит, все правильно. Теперь. Вот в азиатской сессии цена. Как начался вообще день? Да? Мы сначала должны определить наш рейндж предыдущего дня. Так. Вот наш рейндж предыдущего дня. Вот, блин. Вот он. High и low дня. Теперь делим это на премиум и дискаунт. Вот тут день закрылся. Начинается новый день. Вот. Цена поднимается в премиум. Поднялась в премиум. Но тут не было никакого SMT дивергенции. Не сформировали. Поэтому здесь не входим. Я не входила, во всяком случае. Окей. Затем цена спускается в sell side. Сформировали ли мы здесь SMT дивергенцию? Единственная SMT дивергенция была сформирована вот тут. Вот. Мы тут вот сформировали до начала Нью-Йоркской сессии. До начала. Это SMT было сформировано для вот этого движения. Вот оно. Нужно, сейчас будет важный сигнал, всегда надо торговать внутри киллзон, и если SMT формируется внутри киллзон, оно будет сильным. То есть надо работать именно с этими SMT. Так как здесь формируется SMT вне киллзоны, я не трогаю, никто не торгует. Никто не торговал. Затем, вот, начинается Нью-Йоркская сессия, Нью-Йорк IM. И тут у нас формируется SMT дивергенция. Вот она. И как мы прогнозировали, где она формируется? Формируется в премиуме. И что она сигнализирует? Она сигнализирует шортовое движение. Вот. И тут можно ловить вход. Можно было ловить вход. Давайте на М1. Так, здесь я уже вот мои входы. 25.060. Так, до этого... Вот тут еще и вместе мы в тот день торговали с Женей еще тоже. Вот, Евгения. Вот, здесь она тоже поймала этот вход. Вот ее входы и вот позиции на sell. Она даже здесь зашла раньше, чем я. 25-107 диапазон. Первая сделка. 25-107. Так, это у нас 25. Вот тут она зашла уже в сделку. Потому что было сформировано SMT дивергенция, и цена сделала смещение. Вот тут смещение происходит. Здесь она открывает сделку. Так. Вот тут у нас, смотрите, диапазон инверсионного имбаланса. Вот он. И это опять, вот это turtle soup. Почему? Потому что мы забираем, смотрите, вот диапазон
нашего рейнджа. Этим движением мы зачищаем вот этот buy side. Поэтому это тут усуп. И тут не обязательно дождаться слома структуры. Если вы будете ждать слом структуры, это будет вот тут. И вот это все движение вы пропустите. Здесь надо работать либо от циста, либо от инверсионного имбаланса. Если мы будем работать от цист, то есть вот эта свеча, которая сняла ликвидность, вот вход можно делать отсюда. Вот, выполнять. Мой вход был выполнен именно таким образом. Вот. 25.060 уровень. 25.060. Вот здесь я где-то зашел. Вот после подтверждения циста. Давайте сделаем, давай. Так, разберем это. Вот момент входа. Продажи. Нажимаем. И теперь. Первый таргет, куда мы целимся? Первый таргет, смотрите. Вот тут скопилась ровная полка ликвидности. Вот. Вот тут, смотрите, это, и вот здесь low resistant, и вот low азиатской сессии. Это все полка ликвидности, прям, который говорит, вот возьми меня, я готов. Нам нужно просто сделать что? Поставить take profit именно на этот диапазон. Итак, мой take profit был нацелен вообще 24 800. Ну-ка, где это у нас 24 800? А, ну вот, как раз таки этот диапазон, 24 800. Вот он. Как раз sell side азиатской сессии. Сюда я таргетировался. Так, короткая позиция. Вот наш вход, стоп за инверсионный баланс и take сюда. Вот 1 к 8 есть. Запускаем. Как это все отработало. Цена ушла в консолидацию в PM-сессии. Но если ваш анализ верный и вы правильно читаете график, можно не переживать за take profit. Он все равно отработает. Вот, пожалуйста. Вот наш тейк отработал. Стоп. Окей, теперь удаляем это все. Делаю что? Вот тут. Опять здесь день заканчивается. Я делаю анализ на следующий день. Что я ожидаю? Какие у меня ожидания? Теперь, как мы прогнозировали, да? Цена вот пришла в диапазон rejection блока дневного. Здесь сформировали SMT дивергенцию и сместились. Теперь первый таргет у меня будет sell side под этого дня. Take profit one. Тут. Теперь спустимся на младший таймфрейм. Вот этот low на H4. И я смотрю слом, дают ли нам слом. Вот тут у меня уровень циста. И вот этот low сформировал так, вот этот high. Вот. Я ожидаю, если цена пробьет вот этот диапазон и закроется телом ниже, значит у меня будет подтверждение, что мы начали работу по MXM модели на sell направлении. И уже моим рабочим рейнджом будет вот этот.
range. Я разделю его на премиум и дискаунт. И здесь буду ожидать что? Если цена намерена дальше двигаться в лонг, она должна спуститься в дискаунт и затем продолжить движение. Поэтому на 4-часовом таймфрейме я буду ожидать закрытия свечи телом ниже этого уровня. И если будет это, все, это будет сигналом для шортов. Понятно, да? Плюс у меня bias, опять-таки, шортовый. И я буду снова ждать появления SMT дивергенции в премиуме на buy-сайде, который будет сигнализировать шорты. Так, стоп. Теперь, вот смотрите. Здесь заканчивается лондонская сессия. Так. Давайте сделаем чуть вот так. Чтобы посмотреть на старшем таймфрейме, 4-часовом таймфрейме. Что у нас здесь? Какая картина? И мы видим вот эта свеча, которая закрылась телом ниже. И что она здесь сформировала? Эта свеча, вот эта серия свеч, опять это называется displacement candles. Displacement candles, вот. Внутри которого формируется у нас Fair Value Gap, FVG имбаланс. Вот, 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас формируется вот, FVG 4-часовой. Это displacement. Теперь я должен... Так, сейчас на M15 перейдем. Так. Вот мой теперь range предыдущего дня. Делаем как? Вот так, по-моему. Так. На M15, здесь тоже M15, да? Стоп. Так. Вот смотрите, у нас цена находится в дискаунте. Почему она не поднялась в премиум? Да? Здесь, наверное, может быть, многие ожидали то, что она поднимется в премиум, потом спустится вниз. Ответ у нас был выше этого диапазона BPR. Так, на 8-часовом, по-моему. Вот смотрите, на 8-часовом таймфрейме даже лучше видно, да? Вот эта область, она уже проторговлена. И выше, вот, у нас здесь была продажа, потом покупки, опять продажа. Вот этот диапазон, он тоже сбалансированный. Поэтому цене здесь не было смысла подниматься в этот диапазон. Поэтому цена сразу уже от теста 4-часового имбаланса, вот тут, вот цена протестировала 4-часовой имбаланс здесь. И вот имбаланс, диапазон, смотрите. Вот здесь были сначала продажи, покупки. Продажи, покупки, продажи, покупки и продажи. То есть этот диапазон, он достаточно уже здесь рынок обеспечил и покупки, и продажи. Поэтому выше подниматься здесь не было резона.
И так. А вот моя сделка. Вот тут закрылись. И тейк мой. Это уже сделка второго дня. Вот смотрите, здесь я открываю позицию опять. Уровень 24 863. 24 863. Так. Вот здесь. Вот тут я открыл. Итак, что было здесь сигналом для меня, чтобы открыть сделку? Удалю это все. М15, М15. Здесь было сигналом Hidden SMT. Вот я сейчас на М15 перейду. Вот, ребята, вот это было сигналом, что вот SMT, которая сформировалась у меня в премиуме на buy-сайде. Поэтому я здесь уже открыл сделку вот на М1. Так, вот этот диапазон 862, 63. Сейчас открутим, вот сюда приведем. Вот тут у меня диапазон инверсионного имбаланса. Вот тут я открываю сделку себе. Вхожу в шортовом направлении. Шорт и тейки. Куда я ставлю тейк? Первый тейк профит у меня стоит 24 676. Так. Вот, sell side азиатской сессии. Тут take profit 1. В принципе, вот эта дистанция, она и так достаточно хорошая дистанция. Если кто-то поймал, короткая позиция. Стоп за этот high и сюда take. Второй take profit я... Так. Вот здесь отработка $936 с этого трейда. И второй take profit. Здесь я опять вошел. И 24 576. Да, по-моему. $500 округленно. И второй уровень 20. Это вот этот уровень был. PM-сессия. Вот она. Так что сделаем сразу лучше вот так. И вот так. И получается, я на одной этой сделке заработал сколько там? 1400. Так, подтверждение. Поехали. Начинается нью-йоркская сессия. И буквально за короткий срок вот отработали. Если вообще работать по моему методу, то РР был бы вообще вот 1 к 34. Обычно вот у меня здесь сигнал инверсионный имбаланс, то цена, она не должна пробить этот уровень. То было бы 1 к 33, или если даже вот сюда поставить, 1 к 14. То есть это для тех скептиков, которые говорят, что нихуя невозможно, ой, извините за мой французский, что невозможно ловить такие движения. Вот вам доказательства. Вот доказательства. Здесь у меня еще одна открытая сделка стоит. Самая первая, вот отсюда открывал, я еще держу ее на тот момент.
Так, вот первый вход отсюда. Понимаем. Окей, что мы здесь подтвердили? Мы подтвердили то, что наш прогноз изначальный, что мы здесь ожидаем MXM модель в шартовом направлении, он подтверждается. Вот. И если он подтверждается, смотрите, куда я бы здесь целился. Вот наш дискаунт. И в дискаунте мы должны отмечать наши POI. Вот 4-часовой имбаланс. Вот он. H4. И еще один имбаланс, вот он здесь. Мой таргет был здесь, до сюда. Все, на этом я отработал и завершил свой день. Так. Что произошло уже так на следующий день сейчас? Так, здесь Нью-Йоркская сессия. На 15 перейдем. Все, здесь день закрылся. Теперь я делаю опять анализ. Так, удаляю все лишнее. Вот тут день закрывается у меня. Перехожу опять на дневной таймфрейм. На дневной. Делаем анализ. Теперь. Вот все у нас идет по нашему плану. Мы сместились. И этот день закрылся сильным смещением в sell side. По отношению к следующему дню у меня уже есть очевидный явный bias. То есть в шартовом направлении. И работаю опять так же. Если у меня bias в шартовом направлении, то внутри нового дня я должен увидеть SMT в премиуме, который будет мне давать сигнал в шорт. Все остальное я буду игнорировать. Ясно, да? Теперь перехожу на H4 и смотрите, что у меня здесь имеется. У меня здесь прям четкий order flow. Для тех студентов, которые прошли у меня курс If the Look Back, вот, ребята, прям очевидный пример. Вот наш order блок. Order блок. Куда приходит цена, тестирует ее. За ордер блоком у нас есть вот этот имбаланс. Вот. И как мы видим, этот имбаланс удерживает цену. Хоть вот так. Вот. Цена здесь задерживается именно в диапазоне этого имбаланса. Затем происходит опять смещение, displacement, и формируется новый имбаланс. Опять H4. Цена находится здесь. Вот. Так, сейчас. И что я делаю теперь? Отмечаю свой диапазон, с которым буду работать в пятницу. Вот мой диапазон. И делю этот диапазон на премиум и дискаунт. Вот, премиум и дискаунт. И отмечаю, что H4 имбаланс находится в премиуме. Вот, в премиуме. Значит, что я должен ожидать? Что цена должна прийти в премиум сюда, здесь формировать SMT-дивергенцию и дальше продолжить свое движение. В пятницу я просто не торговал. У нас был ифтар с друзьями. Я в пятницу отсутствовал. Но торговали ребята, студенты. И вот, пожалуйста, здесь так. Вот смотрите, опять это анализ Паула. Что он здесь? Это еще, смотрите, начало, конец предыдущего дня. Это еще день не начался. Вот он отмечает здесь имбаланс.
как measuring gap, и прогнозирует, что цена сначала поднимется в премиум, мы зачистим вот эти равные хаи, затем мы спустимся в sell side. Вот диапазон этого sell side. Здесь оригинальная консолидация он отмечает. И вот он здесь выполняет свои входы. Вот отчет от MetaTrader, где он выполнял вход. И вот его сделка, отработанная сделка. Пожалуйста. Здесь он открывает уже так buy. И вот buy здесь отрабатывает. Это уже так. Это Евгения торгует здесь у нас. Вот ее анализ. Вот ее входы и уровни, где тейки выставлены. И вот, пожалуйста, отработка этого всего. Это мой последний, первый трейд. Теперь давайте прокрутим наш день. Посмотрим, как вообще день формировался. Стоп. Смотрите. День он сделал еще больше. Вот смещения было. Вот тут даже. С открытием нового дня цена еще глубже сделала смещение. Вот. Для чего? Для чего? Это было специальное движение, чтобы побольше здесь накопить ликвидности. И все трейдеры, которые вот запрыгнули вот тут. Да, сейчас я вам объясню это все. Так, это М30, М15, М5. Здесь такой интересный момент, очень. Так, это М15, М1, М5. Вот, сделаем вот так лучше. На младшем таймфрейме лучше будет видно. Вот здесь диапазон был 15-минутного имбаланса, да. На М15 можно увидеть вот эти серию свечей. Это тоже displacement. Вот. Это тоже серия медвежьих свечей, но displacement. И тут вот цена, если мы разделим на премиум и дискаунт, именно этот диапазон, вот, цена поднимается в премиум, вот тут вроде бы получает реакцию, да, вот здесь. Вот если посмотреть, вот, цену удерживают, даже вот отсюда. На М1 это прям будет явно видно. Вот цена сделала импульсное движение, потом раз обратно уходит. Вот здесь, уверен, запрыгнули многие в шортовом направлении, думая, что все, здесь это было откатное движение, и сейчас пойдем опять продолжим это падение. Но нет. Цена дальше ушла в премиум. Почему? Потому что вот здесь вот накопили кучу ликвидности. Вот она. Это low resistant ликвидность. Вот она. Вот. Это все специально фармилось алгоритмом. Вот тут накапливались стопы всех тех, кто зашли в шортовые позиции. Это все скапливалось. И как я прогнозировал, говорил то, что если цена намерена дальше идти вниз, то она должна сначала подняться в премиум, сформировать SMT тут, затем только должна упасть цена. Окей, давайте теперь посмотрим, что произошло у нас в нью-йоркской сессии. Так, стоп. Ладно, так посмотрим даже. Теперь. Мы ожидали SMT дивергенцию. Вот нам SMT.
SMT между сессиями. Да? Вот. Вполне это читаемо, заранее читаемо. Если вы тоже хотите так читать график, добро пожаловать в мои курсы. Вы также научитесь читать график и входить в нужные моменты, а не там, где ваши стопы будут охотой, таргетом для алгоритма. Все это вполне можно заранее спрогнозировать, заранее прочитать. Только нужны правильные знания, ребята. Так, вот тут. Вход был здесь, самый классный. Но, к сожалению, я не торговал здесь, да. К сожалению. Окей. Оп. Можно было, вот есть подтверждение, есть у нас смещение, displacement. Вот displacement. Заходим здесь. И куда мы таргетируемся. Первый таргет будет вот этот sell side. Вот этот sell side. И теперь смотрим на левую часть графика. Что у нас там есть? Что у нас имеется там, с левой части? Так, у нас тут имеется propulsion block. Propulsion. Вот он. Propulsion block. Вот, PB. Даже можно сделать вот так, потому что верхнюю часть уже отработали. То есть propulsion block, он тоже сильный уровень сопротивления. Здесь, куда бы я таргетировался? Я бы таргетировался ровно на min threshold, то есть на 0.5 уровень этого блока. Так, на M5. Вот мы здесь зашли. И take вот сюда. Первый тейк sell side лондонской сессии, второй тейк вот propulsion block. И что мы имеем теперь здесь? Мы имеем SMT дивергенцию, мы имеем зачистку low resistant ликвидности и плюс у нас имеется теперь low resistant вот в sell side. То есть это все в совокупном анализе дает нам шортовое направление. Короткая позиция. Мы здесь зашли вот тут. Стоп сюда. Тейк сюда. И поехали. И вот моментально у нас отработал бы первый тейк и второй тейк. Все, и день закрылся. Так мы проторговали нашу неделю с моими студентами. Вот, пожалуйста. Кучу тейков. Теперь анализ, что мы имеем на следующую неделю. Так. Календарь. И следующая неделя у нас будет очень жаркой. У нас отчет Федрезерва и плюс ФОМС. Заседание ФОМС. Это самая сильная новость. То есть High Impact News из всех, что имеется. Поэтому в среду, скорее всего, среда будет очень жаркой. Теперь, если сделать анализ теперь по недельным. Так, где неделя? Вот она. Так, будем делать анализ вот тут. Так, ребят, смотрите, что мы имеем. Так. Это недельные графики. И S&P 500 закрылась ниже предыдущей недели. Вот она, ниже. Так, делаем анализ 3 дней. Анализ 3 дней. И анализ 3 предыдущих дней тоже показывает то, что у нас bias шортовый. Мы закрылись ниже предыдущей вот этой свечи телом, закрепились сильно. И что я ожидаю к следующей неделе? Я ожидаю, что на следующей неделе, так,
часа, 3.3. Вот. S&P 500 сделает новый лоу, обновит вот этот лоу. И не только этот, даже вот этот. Да, S&P 500, он должен обновить этот лоу ноября, а NASDAQ, он останется в диапазоне, вот этого диапазона. То есть где-то вот тут у нас есть вот трехчасовой имбаланс, last FVG, и тут то же самое, но тут у нас есть равные лои, и S&P 500 заберет ликвидность, развернется, NASDAQ сделает fail, и будет у нас SMT опять в sell side. И bias недели будет лонговым после формирования SMT в sell side. Таргеты будут у нас теперь вот эти. Вот эта ликвидность, которая скопилась на buy side. Вот она. Вот. То есть ожидаю такое движение. Здесь у нас будет SMT такое. И такое. Затем разворот. Тоже так же. Где-то вот так. Вот такой прогноз. Пока что. Плюс у нас по квартальной теории следующая неделя будет неделей дистрибуции. Эта неделя была манипуляционной неделей. Вот. И как раз со следующей недели цена войдет в фазу дистрибуции и будут сильные движения. А как раз заседание FOMC поможет произойти этим сильным движением. Так что вот такие вот прогнозы. Если есть вопросы, ребята, задавайте. Если кто-то хочет также научиться читать графики и торговать, осознанно понимая, что происходит на графике, добро пожаловать на мои курсы. Видите, как уже студенты мои сами делают анализы и торгуют в прибыль. Тоже также делают анализ, как я, читают график, как я, и понимают ценовое движение. Все это вполне читаемо и осуществляемо. Только нужно желание и старание. Так что, кто, если хочет обучиться, пишите, обращайтесь, подписывайтесь и следите за обновлениями. Всего доброго, спасибо, ребята. На этом все. Just